Привет, друзья! Помните ли вы мою картину «Порыв», которая участвовала в международном конкурсе и заняла 3-е место в экспериментальной живописи? Так вот, сегодня мы будем ее упаковывать. Картина нашла новый дом и полетит в другой город. Размеры картины 80 на 80 сантиметров, и она тяжелая. Более того, все осложняется тем, что у нее есть высокий рельеф, она объемная. И это все надо учесть при создании транспортировочной упаковки. Поэтому я взяла пенопласт размером метр на метр и высотой в 5 сантиметров. И мне необходимо его вырезать специальным аппаратом, потому что резать обычным ножом по пенопласту – это как играть на нервах. Более того, он очень сыпется, крошится и создает много мусора. А если у вас есть что-то из горячей проволоки, резак какой-нибудь, то можно всегда его использовать. У меня специальный аппарат для резки пенопласта. Это чудо-машину для меня сделал мой хороший друг, за что я ему очень благодарна. Так вот, нашей задачей стоит утопить картину в полотне пенопласта. Для этого мы вырезаем под нее специальную выемку. Резаком или ножом, неважно, чем вы будете резать, надо действовать аккуратно, потому что пенопласт я взяла 5 сантиметров, как мне казалось, этого достаточно. В итоге, конечно же, мне не хватило этой глубины. И в некоторых местах я все-таки просочилась наружу и сделала небольшие такие тонкие стеночки. Но это не страшно, потому что в дальнейшем пенопласт все равно будет упаковываться в картон. Без картона никак нельзя, потому что он укрепит всю нашу конструкцию. Итак, у меня получилась вот такая глубина. В некоторых местах я практически дошла до дна. Вот видите, у меня тут уже просматриваются дырочки такие. И сейчас я буду делать примерку. Само полотно картины очень хорошо утопилось в выемке, но у меня оно очень выпуклое, и мне необходимо сделать еще небольшую надстройку, чтобы вот эта ткань мягенькая, она не помялась, не загнулась во время транспортировки. И я сделала вот такие вот дополнительные бортики из остатка пенопласта. Просто приклеила его скотчем обычным малярным по краям, слегка закрепила. И надеюсь, этого объема мне будет достаточно. Дальше я закрываю еще одним куском пенопласта, но в этом случае он уже тоньше. Я взяла 3 сантиметра, но ненадолго, потому что решила еще дополнительно подстраховаться и закрыть саму картину кусочком пупырки. Это можно не делать, но мне почему-то захотелось еще дополнительно ее упаковать, потому что не хочется, чтобы во время транспортировки что-то может повредиться. Картина очень необычная, нестандартная. Если бы это был просто кусок холста, на котором маслом или акрилом что-то нарисовано, то, наверное, столько процедур делать не пришлось. Но картина такая объемная, с большим количеством элементов декоративных, поэтому ее пришлось хорошо спрятать. И теперь остается только все это покрыть картоном, закрепить скотчем, и дальше можно отправлять. Картоном я покрыла сверху, снизу и в том числе по бокам тоже. Хорошо прошлась пленочкой и затем уже закрепила все это скотчем. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Возможно, кто-то что-то новое для себя открыл по упаковке картин, если для вас это актуально. Ну, а для меня каждая картина проданная – это большая радость и в то же время опыт, которым я с вами делюсь. До новых встреч! У меня появилось очень много идей и впереди еще много интересных выпусков.